Добро пожаловать на берега заросших рек и в непроходимые тростниковые заросли, где правит один из самых атлетичных хищников нашего времени. Знакомьтесь, камышовый кот, он же хаос или болотная рысь. Кот, который ломает все стереотипы о пушистых домоседах. Это смелый, решительный, хитрый хищник. Этот котик силен и агрессивен. Настолько, что справляется с охотничьей собакой, у которой нередко ворует подстреленных уток. А главное в камышовом коте то, что он никак не настроен на общение с сапиенсами. Наш доктор Хаус кошачьего мира точно такой же нигилист и мизантроп, как и киноперсонаж. Он известен еще с древности, и египтяне называли его Нильским. Именно они впервые его приручили более 3000 летий тому назад. По одной из версий, слово «хаус» происходит от египетского народа и переводится как «дом», ибо был тогда он весьма успешно одомашненным. В гробницах находили мумии камышовых котов, а на фресках сохранились изображения, где эти коты помогают охотникам добывать водоплавающую птицу. То есть, по сути, камышовый кот был охотничьей собакой древнего Египта. Но потом, по всей видимости, что-то пошло не так, и Хаус перестал доверять людям. Хаус – настоящий ихтиолог среди кошачьих. Он не боится воды, он обожает ее. Его ареал огромен, от Египта и берегов Каспия до Индокитая. Но везде он выбирает одно и то же – места, где можно спрятаться в камышах и внезапно напрыгнуть на свой обед. И ведь не зря камышового кота ассоциируют с рысью, ведь весь его внешний облик отчетливо ее напоминает, как по цвету, так и по забавным черным кисточкам на ушах. Окрас кота серовато-песочного цвета, похожего на цвет сухого камыша. Есть на нем не сильно выраженный рисунок в виде темных пятнышек, либо полосок. Более заметен он у детенышей. Мех у котейки не длинный, грубоватый, который летом сильно линяет, а к зиме становится плотным, набитым и густым. А что еще бросается в глаза – это лапы. У камышового кота они непропорционально длинные и мощные. Это биологические амортизаторы, позволяющие ему передвигаться по глубокому снегу или вязкой прибрежной грязи. Если бы среди диких кошек проводились соревнования по прыжкам в высоту, Хаус забирал бы все золотые медали. Этот хищник способен подпрыгнуть вертикально вверх на 2 метра, чтобы сбить взлетающую птицу прямо в воздухе. По сравнению с обычным котом, камышовый кот имеет гораздо более крупные габариты. Туловище в длину достигает 90 сантиметров, а хвост 35. Вес до 12 килограммов. Высотой в холке наш недорысь достигает аж полметра. Более мелкие камышовые коты населяют Таиланд и остров Шри-Ланка, а самые крупные особи замечены на Кавказе и в Палестине. Наш доктор Хаус терпеть не может не только людей, но и открытых местностей. Он обожает кустарниковые и камышовые заросли, где чувствует себя наиболее вольготно и безопасно. Любят котики селиться именно в прибрежных кустарниковых и тростниковых зонах. Кстати, построением своих жилищ хаусы совсем не увлекаются, а предпочитают селиться в опустевших лисьих и барсучьих норах. Но подолгу они в них не живут, все время перебираясь на новые места в целях безопасности. На берегу тоже можно увидеть камышовые следы. Это как раз коты оставляют их на отмелях, ибо они прекрасно плавают и ныряют, охотясь как за водоплавающими птицами, так и за рыбой. Камышовый кот, как и все коты, любит белковую диету, питаясь практически всем, что попадает под его когтистую лапу. Он не прочь полакомиться птичками, ловя их прямо в полете, яйцами и грызунами. Не откажется от всяких насекомых, земноводных, ящерок и змей. Он может часами тихо сидеть около норы своей жертвы, проявляя неимоверное терпение и выдержку. На том, как интересно Хаус ловит рыбу, стоит остановить отдельное внимание. Он потихоньку хлопает своей лапой по поверхности воды, создавая впечатление барахтающегося насекомого, тем самым подманивая рыбу. Если она доплывает, то сразу же попадает на крючок ловко выпущенных острых когтей. А чтобы ее выудить, Хаус погружает свою мордочку прямо в воду. Интересной чертой камышового кота выступает и то, что он любит погружаться в воду не только ради охоты, но и для того, чтобы смыть с себя свой запах. Это отличает его от домашних кошек, которые наоборот любят повсюду его оставлять. Среди сельских жителей болотная рысь
рысь прослыла то еще разбойницей и воровкой. Она вторгается в курятники, ворует кур и может стащить даже маленького поросенка. Правда, все это проделывает камышовый кот не так часто, так как предпочитает не приближаться близко к людским поселениям. В основном грабежи случаются в студеное, зимнее время и ранней весной, когда приходится туго с добычей пропитания. Болотная рысь обожает, чтобы у нее было свое собственное пространство, где она чувствует себя свободно и безмятежно. И да, Хаос, как и его другие родственнички, любит жить в одиночку, поэтому семьей обзаводится только на короткий период. Период любви. После брачных игр самочка озадачена поиском места для будущего логова. Обычно оно расположено в самой непролазной чаще кустарников. Самка делает настил из веток, камышей, найденных перьев, шерсти, чтобы котятам было тепло и комфортно. Беременность продолжается немногим более 2 месяцев. Обычно на свет появляется от 3 до 6 малышей. При рождении они совершенно слепы, и глаза открывают приблизительно дней через 10. Их окрас гораздо ярче, а узор сильнее выражен, чем у взрослых особей. Мама заботливо ухаживает за малютками, вскармливая грудным молоком до 3-месячного возраста, хотя уже с 2 месяцев вводит в рационы другую пищу. Самец, кстати, тоже участвует в воспитании и вскармливании, всегда находится неподалеку. Это редкое благородство в мире, где большинство кошачьих отцов исчезают за горизонтом сразу после романтического свидания. С 5-месячного возраста молодняк проявляет свою самостоятельность, а к 8 месяцам готов съехать от родителей. В дикой природе продолжительность жизни камышового кота составляет до 15 лет. В условиях неволи они могут прожить немного дольше и размножаются тоже довольно неплохо. В природе для камышового кота угрозу представляют опасность более крупные по сравнению с ним хищники. Например, леопард, который часто нападает на них, не считаясь тем, что они тоже кошки, как и он. Основными врагами выступают шакалы, лисы и волки. Люди же часто истребляют камышовых котов из того, что они воруют домашнюю птицу. Других причин для отлова котиков нет, но и этого достаточно для того, чтобы снизить численность популяции. В России камышовый кот занесен в Красную книгу. Его численность сокращается из-за исчезновения его любимых болот. Он хрупкая часть экосистемы, призрак камышей, который продолжает свою вечную охоту, игнорируя цивилизацию и подчиняясь только зову дикой природы. А как вы думаете, каким образом древние египтяне могли приручить столь необузданный нрав? Пишите свои предположения в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов Планета Земля и ЗУ без рекламы и замедления. Спасибо, что любите природу вместе с нами. До скорых встреч!